Добро пожаловать на мой канал. С вами Валентина. Новая, очень интересная, позитивная. Я надеюсь, работа получилась. Взяла полотно. Это у меня нетканая ткань. Можно взять любую ткань, ненужная, она будет скрытая. Размер у меня 47 на 43. Можно использовать так, можно перевернуть. Размер практически одинаковый. И нам понадобится какая-нибудь клеевая. У меня двухсторонний флизелин. Он клеится с двух сторон. Покупала я его на Велбересе, кстати, недорогой. Можно воспользоваться паутинкой. Если у вас крупные детали, вы можете совершенно не использовать клеевую. Для фона я беру, это будет у меня вот такое небо, ситец, ну, переверну. Низ сделаю вот такой салатовый, даже бирюзовый. Сюда я дополню. Девчонки, вы мне многие пишете, вот взяла мятую ткань, даже не досужилась проутюжить. Это все будет отпариваться. Все, вопрос исчерпан. Мне так удобно. В процессе работы что-то меняется, заменяется. Я взяла картинку с интернета, взяла ткань, через копирку я пересняла. Если у вас рисунок из темной ткани, я вам советую на обыкновенной А4 через копирку срисовать, а потом сделать шаблон вот именно на эту ткань, перенести, вырезав, как трафарет. Людей делать сложно, особенно лица. И не знаю, что у меня получится. Конечно, будет не оригинальное, как в интернете, что-то свое. Вот я скопировала 3 девчонки под окном, веселушки, старушки. И сейчас я вырезаю их так. В общем, вы все сейчас увидите. Разместила пока что 2 тети очаровашки. И сейчас я буду одевать. Я вырезала платье, тоже по трафарету. Вот здесь должна быть рука. Видите, нога, чтобы мне ее не потерять, я вырезала единым полотном. Вот можно прям совсем ее задрать высоко-высоко. Я тут ногу отрезаю, захватив немного, чтобы ее отрегулировать. Я ее немножечко ниже опущу. Вот. А это нога второй тетечки. Вот можно сделать так, можно поднять кверху. У меня тут получается пустота. Я беру такой же бирюзовый цвет и подкладываю ткань. И начинаю я плясать с платья. Ногу поднимаю. Закрываю пустоты. Сейчас отрегулирую. Вот голова. Вставляю, видите, просто вырезала. Вот. Закрепила. Детали, которые на поверхности, мы приклеиваем клеем карандашом. Они у нас, видите, спокойно могут отваливаться, разваливаться. И когда вы будете прошивать, это все у вас развалится. Поэтому приклеивайте. Когда все разместите по своим местам, вы уже точно будете уверены, что все, ничего двигать не можете, ну, не будете. Если даже вы что-то передумали, такой клей-карандаш обыкновенный канцелярский можно легко оторвать. Никаких пятен не будет. Теперь я их обуваю. Нога слишком большая для меня. Я вырезала обувь и немножечко не уместилась. Вообще можно сделать вот такие обрубки, если у вас будут человечки с обувью. Все, вот так приклеиваем на клей-карандаш. Вот наши сапоги или туфли. По оригинальной картинке они должны были быть в босоножках или босиком. Но я решила сделать сапоги. Вот. Я сделала специально у этой платье синие и сапожки синие. У этой бордовые в горох. Решила красные. Ну, а здесь черные. Все-таки разный контраст. Ну, а теперь делаю волосы. Просто берете овал, вырезаете неправильной формы, как кудри, и внизу, внутри вырезаете отверстие немного меньше вашей головы. Вот такая прическа получается. Эту прическу можно одеть на любую тетю. Вот вам второй вариант. Вот вам третий вариант. Отрегулировать можете как хотите. Женщине слева вырезала шляпу. Прикладываю, регулирую, как она будет смотреться на боку или прямо.
И теперь добавляю сюда волосы. Волосы решила попробовать сделать из синтепона, так как он очень пышный. Я его слегка намочила и проклеила. Вот эти хвостики, ну, по идее, можно вот это вот чуть-чуть срезать, чтобы из-под шляпы не было видно. Приклеиваю к полотну. Выпрямляю как нужно. Вот такая лохматушка у меня получилась. Волосы приклеивала. Теперь приклеиваю шляпу уже на совсем. Волосы подбираю вовнутрь, чтобы они не выглядывали. Все. Сюда можно приклеить какую-нибудь полоску, сделать бант. Но можно это пристежки сделать декоративную какую-то вышивку или расшить бисером. Девчонкам-веселушкам сделала по второй ноге, обула. Эту сделала рыжую, с длинными волосами. Девчушка в синем у меня без руки. Смотрите, произвольно вырезала руку. Пальцы не делала. Их также можно сделать на машинке. И смотрите, под платье можно запихнуть руку, сделать так. А можно перевернуть. Вот чем хороша двухсторонняя ткань. Крути-верти как хочешь. Вот. Пусть рука будет наверху. Приклеила руку, вырезала сумку джинсовая. Вот такая сумка. Сделала ручку. И теперь вот так будет некрасиво. Я беру, в отверстие продеваю руку и фиксирую клеем. Сейчас сделаю. Все, продела руку, по лицу мазану клеем. И вот сейчас сумку как-нибудь на бок. И что она ее держит. А потом это все вышьется. Допустим, на сумке вышится клапан, какой-нибудь карман. Вот так она выглядит. Веселые девчушки. Вот у этой девчушки ничего нету. Я вырезала бутылку. И ее вставлю, приклеив пальцами. Конечно, темно-синий и коричневый он немножечко сливается. Но когда сделается стежка, допустим, белой ниткой, можно это все обыграть. Пальцы отодрала от клея. Теперь беру и приклеиваю. Вот так потихонечку, не спеша, все делается. Ну, руки приходится иногда мыть, потому что руки в клею. Ну, а теперь можно немножко разнообразить фон. Тот же лоскуток я беру ножницами и нарезаю такие своеобразные полоски. Вот эти острые углы я отрезаю. Над полотном не режем, потому что будут лоскутки, нитки. Это все надо будет убирать, счищать. Первым делом я загородила, у меня здесь стык между тканями, чтобы не было видно, я прикрыла этой тканью. На фон добавила немного коричневого цвета, он подобие хаки, наверное. Вот так вот пятнисто получилось. Но добавила девчонкам, сначала вырезала розовые очки. Решила кому-нибудь одеть, она будет в розовых очках, но сливается с лицом. Поэтому я прикрепила на рыжие волосы, их очень хорошо видно. Ну, а этой мадамке сделала бант рыжий. Даму в шляпе решила немножечко разнообразить шляпу, пустить полоску. Излишки сразу отрезаю. Можно сделать также бант, или бант завязывается. Вот. Совсем по-другому, видите, смотрится. Работа подходит почти что к завершению. Наброски все готовы. Небо у меня пустое. Можно сделать из ткани, но я попробую. Я взяла синтепон и прям вырежу облака. Его можно немножечко вот так вот растянуть. Мне кажется, так лучше будет. Кто со мной давно, они знают, что у меня тормозов в этом плане нету. Мне надо еще больше, больше, больше. И когда уже совсем перебор в работе, тогда, наверное, я успокаиваюсь. Вот такие облака. Конечно, была бы больше работа. Можно сделать птиц, солнце, деревья. Вот, допустим, березы свисают над ними, лавочка рядом где-нибудь стоит, какое-нибудь озеро, пруд, лодки рядом, а они отдыхают, им очень весело. Мое мнение хватит, а тут действительно будет перебор. Теперь пробегаемся взглядом, смотрим, где какие-нибудь ниточки у нас присутствуют, мало ли что-то надо подложить, отбавить, убавить, передвинуть, чтобы не было мусора на работе. И закрываем. Подходит фатин, сетка, органза, любая прозрачная ткань.
Такую работу можно сделать как аппликация, когда вы по контуру проходите зигзагом, обрабатывая край. Но это очень долго. Текстильная пица – очень отличный вариант для создания таких работ. Я положила фатин наверх, проутюжила через мокрую марлю, и у меня выскочили вот такие вот ниточки. Видите, так как у нас еще ничего не заколано, я возьму их и отрежу. Если было бы их очень-очень много, то это была имитация травки. А так как это одна она выскочила, будет некрасиво смотреться. Теперь все фиксирую булавками. Желательно одной булавкой захватывать несколько деталей, допустим, фон, ботинок и траву, там руку, сумку, фон. Фиксируем булавками и делаем стежку. Зафиксировала булавками, но, девчонки, добавила я все-таки птиц. Буквально, так, чтобы они были, чтобы не было небо совсем пустое. Стежку я буду делать вот такой лапкой. Лапка для стежки, для штопки. Кольцо может быть железное, замкнутое или с отверстием. Вот такая штука. Она обычно бывает у вас в наборе с машинкой. Если нет, купите. Шить с такой лапкой очень удобно. Кручу, верчу куда хочу. Вам не приходится туда-сюда вот так крутить полотно. Захотели — поехали вперед, захотели — поехали назад. Но убираем зубчики на машинке. Это транспортер. Если у вас не убирается, есть вот такая пластиночка. Она вставляется на зубчики, прикрывается и шьете. Если у вас не переключается и нет такой пластинки, попробуйте без нее. Я иногда шью. И, без проблем шью. Ничего не мешает. Показать, как я делаю стежку, не смогу. У меня сломался штатив. На днях приедет. В следующей работе, может быть, покажу, как я делаю. Посмотрите, какие девчушки-веселушки у меня получились. Сделала стежку белой нитью. Низ сделала частично белой и зеленой нитью. На ботинках сделала как шнурки у двоих и отделочку небольшую. Но красные ботинки просто пустила строчку. Сейчас чуть-чуть увеличу, вам покажу. Вот видите, какая обувка получилась. По контуру тела пустила коричневую нить. Сначала, видите, начала зигзагом, но мне не понравилось, я пустила простую строчку. Посмотрите, какие счастливые у них лица. Этой даме осталось сделать нос. Выразила бант. Посмотрите, губы, глаза вышивала вручную. Вы посмотрите внимательно в эти лица. Может быть, вы узнаете себя или своих подруг, и вы захотите ее приобрести, эту работу, чтобы подарить. Обращайтесь, с удовольствием продам. Сделав стежку, она получается немножечко корюзлая. Сейчас через мокрую марлю я ее отпарю. А потом с помощью линейки выровняю край. Прикладываете линейку, чертите линию и отрезаете. На глаз все равно будет криво. Полотно выровняла, совсем по-другому смотрится. Девчонки, если вам нужен определенный размер от и до, вы берете, когда основу, берите на несколько сантиметров больше, чем вам нужно. На сантиметр 4, даже 5. Лучше лишнее вы отрежете, потому что стежка дает усадку и будете выравнивать, также будете отрезать. И вот, когда мы сделали стежку, все отутюжили, теперь можно их нарядить. Одеть в бижутерию. Вышить бусинки, пришить бисерки, браслетики, колечики. Я всегда работаю с бисером после того, как отпарю, потому что, когда вы пришьете те же бусики, начинаете отпаривать, полотно начинает деформироваться. И в том месте, где пришит бисер, нехорошо получается, некрасиво. Работа моя полностью завершена. Хочу сказать, что она мне очень сильно нравится, но здесь присутствуют ошибки. Когда я делаю, я не продумываю наперед, я просто шью, да, и испытываю при этом большое удовольствие. Вот они танцуют, бусы должны быть в полете, а я их сделала как они просто идут или стоят. Взгляните в эти счастливые лица. Им весело, и мне тоже на душе очень радостно. Я положила эту работу на несколько метров от себя, отошла в сторону и взглянула. И вы знаете, напоминают мне артистов шоу-бизнеса. Не буду говорить какого. Я думаю, что вы, может быть, догадаетесь и напишите в комментариях. И теперь посмотрите на мою работу и откуда я взяла. Вот такие бабульки-веселушки
были изначально, но у меня получились не старушки-веселушки, а молодушки-веселушки. И что, хочу вам сказать, если вы берете картинку с интернета, по-любому она у вас не получится оригинально. И то есть не оригинальная, а как оригинал. Сделать в точь-в-точь просто невозможно. И воплотить в ткани эмоции очень тоже сложно. Но у меня получилось. Детей, молодых людей я уже как-то научился делать. Теперь нужно потренироваться на пожилых людях. Если вы на моем канале в первый раз, загляните в плейлист «Лоскутное шитье» или «Текстильная пицца». Там очень много интересных работ вот именно в технике, в лоскутной технике. Если вы желаете оказать помощь каналу, реквизиты будут в описании под видео. Также оставлю ссылку на Дзен и на Рутуб. Ну а вы не забывайте про меня, заходите обязательно в гости, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. Обязательно пишите комментарии. На этом все. С вами была Валентина. Пока-пока. Встретимся в следующем видео.